Всем привет! С вами Елизавета Манина, и это видео о том, что было со мной последние 2 года. Переспала с этим ночь и просто решила поступать. Поэтому, недолго думая, я бросилась в омут с головой и начала сразу с профессии. Пошло-поехало, я сказала Кате, что все, я переезжаю жить в машину. И дальше окунаться в мир кино. В этот же Это получается уже у нас лето 2024. Нет, да, то есть осень 24-го я снимала кино. Далее Новый год. Наступает осенью, простите, 2023-го я снимала кино. Да, поступила в 23 январе, осенью я снимала кино в 23-м году. 24-й год наступает. Я беру следующие предметы. Английский. К слову об английском, да, все равно, да, как я говорила ранее, что ты можешь поступить на свои, уже пойти учиться на профессии, тебе не нужно сначала пройти курс английского языка, но если ты получаешь уже среднеспециальное образование, один из обязательных предметов — это английский, который тебе все равно придется сдать. И чтобы его сдать, тебе нужно уровня быть того, чтобы его сдать. То есть это на уровне native speaker. И, соответственно, я сдала ориентацию по английскому, выяснилось, в каком я уровне, и пошла учиться параллельно брать английский язык, чтобы сдать этот самый предмет уже как английский для своего будущего диплома. Поэтому я взяла английский язык и сценарный класс по написанию сценариев. Для меня открылась эта возможность. Сразу объясню, что там раньше взять, например, класс сценарный было нельзя. Сначала нужно сдать вот эти 4 предмета, которые я сдавала первый год обучения в колледже, потом уже тебе открываются следующие уровни предметов, скажем так, по твоей профессии. Да. Что было дальше? Дальше начинаются... Я беру эти предметы, а параллельно у меня начинаются красные ковровые дорожки, вся эта кутерьма. Я начинаю плавать свои фильмы, подавать заявки со своими фильмами на кинофестивале. Я делаю постеры, я делаю трейлеры для фильма, весь этот промоушен материал, начинаю подавать их на кинофестивале, выясняю, что какое безумное количество кинофестивалей есть, начинаю тыкаться как слепой котенок, все это проходить опять же, учиться на своих ошибках. И в июне 2024 года я получаю первый notification, первое письмо о том, что мои 2 фильма взяли на кинофестиваль. То есть они еще не выиграли какие-то награды, но их взяли, их отобрали из всей массы. Это был для меня такой шок. После многих отказов и прочего всего, через которые я уже прошла. То есть это не то, что я подалась, и самый первый фестиваль, да, давай, мы тебя ждем. Нет, было куча отказов, разочарований и прочего. Но, как говорила, я продолжала бороться. И мои фильмы, я их сделала максимально так, что это не просто фильм для того, чтобы сдать экзамен, но и для того, чтобы уже заявить о себе. Оба эти фильма, которые я сделала. Я узнаю первый раз, что меня отобрали мои фильмы. Мы начинаем бороться за то, чтобы выйти в финалисты. Это был Нью-Йоркский кинофестиваль. С одним фильмом, с Diary of Nightmares, Дневник кошмаров. Это вот тот самый фильм, где кролик-убийца. Мы выходим в финалисты, а дальше мы проигрываем. Но финалист — это уже что-то, это уже какой-то титул. С этим титулом начинаю двигаться дальше, подаваться на другие фестивали. Параллельно
я начинаю ездить на разные киношные мероприятия, и в частности связанные с Николь Кидман, потому что, это моя любимая актриса, и она получает награждение American Film Institute за достижения в кино, и мне удается туда попасть. Мы приезжаем туда с Катей, то есть такая серьезная красная ковровая дорожка, я все это вижу, в смысле, этот блеск, и то есть все, как вообще все это проходит, все больше внедряясь, то это даже ты сначала смотришь на этот блеск, а потом ты начинаешь понимать, что к чему, с чем нужно работать, к чему нужно стремиться, для чего вообще все эти фестивали, эти красные ковры и прочее, прочее. В общем, я езжу на ее награждения, я езжу на какие-то нетворкинги. Далее у меня идет вот этот вот новый семестр уже 2024 года с английским и сценарным. Я определяю, что я хочу... Я продолжаю жить в машине все это время. И к тому времени, кстати говоря, по поводу того, как я там сплю, к тому времени меня осенило, что надо просто снять задние сидушки, точнее, спинки. И я сталкиваюсь с новой проблемой, что одну сидушку, она у меня открывается, я могу ее разобрать, отвинтить, а вторая заклинила. Я еду в мастерскую, прошу мастера мне ее снять, в автосервис. А мастер говорит: да я не могу снять, только сломать. В смысле, я сниму, теперь я тебя сломаю. Я говорю: классно. Я отказываюсь от такой услуги, и еще какое-то время терплю эту боль в спине, но потом я начинаю пытаться выяснить, как же это снять, чтобы это не сломать, чтобы в будущем я все-таки могла обратно одеть эти спинки. До меня доходит, что там просто заклинило немножко крючочек. Нужно его, скажем так, вручную приоткрыть и толкнуть эту сидушку. И в тот момент мне помогает мой знакомый это сделать, и мы все-таки снимаем эти сидушки. А что за знакомый? Мы с ним познакомились еще, когда я только приехала в Америку, мы жили в хостеле. Я приехала на месяц раньше, потом приехал он, заселился, и мы с тех пор познакомились и дружили. И мы с ним случайно столкнулись в Оранж Каунти где-то за месяц до того, как это вот как раз тот семестр 2024 года, который первый семестр, весна. И мы с ним познакомились. Точнее, простите, я уже начинаю разговаривать, потому что я подустала, мы с ним встретились. Случайно столкнулись в Оранж Каунти и узнали друг у друга, что и как дела, и он узнал, что я живу в машине, а он на тот момент жил в квартире, он предложил мне пожить у него какое-то время. Я пожила, это было в Оранж Каунти, я пожила у него месяц, через месяц он тоже съезжал и собирался отработать еще месяц и вообще уезжать из страны. Поэтому мы с ним мы пожили этот месяц в квартире, в которой потом съехали. Там уже закончился договор. И стали жить вдвоем в машине. И это было, кстати, гораздо более весело. Ты просыпаешься, он просыпается, он в своей машине, ты в своей, тебе есть с кем поболтать, ты уже чувствуешь себя как-то иначе, а не все время в одиночестве. На вопрос, кстати, сразу скажу, что да, Катя все это время знала, что я живу в машине, но она жила в Сан-Франциско и живет в Сан-Франциско. И она предлагала мне свою помощь, но я не могла на тот момент приехать в Сан-Фран, там взять ее помощь и так далее, потому что какое-то время там у нее пожить, потому что я понимала, что это вопрос не одного месяца в моей жизни без съема квартиры и напрягать человека там, поживу я там месяц, окей, но у нее свои дела, своя жизнь, и жить там как-то напрягать людей я не хотела. И да, прожив месяц, значит, в Оранж Каунти в квартире, мы с моим другом тоже съехали, пожили еще месяц на улице, потом он уехал из страны, и я продолжила жить дальше. И вот вместе с ним он мне помог снять это сиденье. 4 руками мы справились, точнее, чтобы оно открылось.
И потом я все разобрала. Так, я снимаю на телефон, поэтому так вот как-то никак не могу сориентироваться. Просто спонтанная съемка на память. Так вот, все, сзади все разобрано, достала все из багажника. Сейчас еду на мойку. Там столько грязи. Сейчас. Тут вот везде, где разобрано, тут, в общем, ну и после матраса там все давно уже не убиралось, как раз идеальное время, чтобы здесь все прибрать нормально по-человечески, прежде чем строить кровать. Оставила хранить в сторидже. Купила такую доску plywood, здесь это называется. В прямом магазине у меня уже были замеры, мне ее разрезали пополам, одну часть я оставила в сторидже, вторую постелила в машину, чтобы более ровная была поверхность, сверху на нее матрас, и так у меня стала более удобная кровать, ну, не идеально удобная, скажу я вам, это не то, что как спать на кровати дома, но лучше, чем было. Но чтобы прийти к этому, я, получается, прожила уже там где-то год в машине, ну что-то такое, ну чуть меньше, да. Так, он уехал, я доучилась очередной семестр, потом опять работа, и дальше еще больше киношных мероприятий. Мои фильмы я продолжала плавиться для заявки на кинофестивале. Я стала уже с меня стали не просто отбирать, но и мои фильмы стали что-то выигрывать. Потом потом от колледжа я получила возможность подать заявку, чтобы вступить в одно киносообщество. Я вступила, у них там они предлагают тебе всякие мероприятия, тоже возможности для знакомства. Там я стала ходить знакомиться с разными людьми, ходить на разные мероприятия, опять же, даже на спецпоказы закрытые. Тоже я ходила, например, на спецпоказ фильма «Baby Girl» с Николь Кидман. Опять же, там тоже много людей, которые работают в области кино, ну и прочие всякие кинофестивали. В частности, от этой организации я ходила, когда они проводят каждый месяц кинофестивали, туда приходит много фильммейкеров, вы можете знакомиться и коллаборироваться. Сценарный, первый раз взяв, я его не сдала, но не сдала я по двум причинам. Я стала уставать жить в машине и поняла, что я не вытягиваю два предмета. То есть я сдала английский, один из уровней. So Bollywood style dance classes, believe it or not, there should be intonation within the phrase. So you should start low, but Но сценарный нет. Я очень долго думала над идеей, какую взять за основу. И в какой-то момент меня осенило, какую взять идею. Я ее расписала, профессору понравилось. Единственное, что масштаб этой идеи не совсем подходил под короткометражку. И когда профессор мне это сказал, я стала задумываться о том, что а что, если действительно сделать из этого полный метр? И да, идея вообще этого фильма родилась просто из ничего. Ну, то есть я очень долго думала, но, опять же, я хотела сделать что-то, что сработает для меня в мою карьеру, да, а не просто написать абы какой, ну, просто прийти, научиться писать сценарий, написать абы какой сценарий. Мне хотелось сразу рабочий сценарий, по которым в дальнейшем я буду снимать фильм. И я долго искала идею, когда я ее нашла ее очень интересно. Я смотрела в поисках идей, я отбросила 550 идей, потому что в них что-то постоянно не сходилось, не было какой-то логики с тем или иным событием, все получалась какая-то ерунда. И тут я случайно натыкаюсь на видео, которое ни разу не видела, тоже с Николь Кидман, буквально минутный ролик, где она такая немножко повернутая дамочка, типа что-то вроде такой маньячеллы. И меня просто осеняет, о чем можно снять короткий фильм. Так рождается идея фильма «My Mother is a Serial Killer», «Моя мама серийный убийца».
И также рождается момент, что когда профессор говорит, что это классный фильм, но вряд ли ты впишешь его в короткий метр, в смысле, в короткий метр того задания, которое сейчас у нас, его можно писать короткий метр, но длиннее, чем те рамки, которые установлены у нас. Я, наверное, проживаю какое-то время с этой мыслью и понимаю, что чем больше я об этом думаю, тем больше я реально ухожу в полный метр. И таким образом получается, что я так ничего и не придумала. Уже подходил семестр к концу, я была очень уставшая от жизни в машине, мне было довольно несложно сдавать английский, потому что это что-то техническое, да, скажем так, с точки зрения, обучения. То есть, когда ты пишешь сценарий, ты творишь, а когда ты занимаешься английским, ты выполняешь определенные задания. И мне было проще их выполнять, а вот писать мне было очень тяжело, то есть у меня мало оставалось сил творческих, потому что, я говорю, я очень стала уставать жить в машине от всей этой жизни, потому что у меня уже все было устаканено, и это сумасшедшая рутина. Порой ты спишь в машине, а ночью кто-то постоянно рядом припарковывается, и ты просыпаешься от этого. Я довольно чутко сплю, не высыпаешься. Зимы, да, здесь теплые зимы, здесь нет снега и прочего, но они все равно холодные, особенно в машине. То есть, когда градусы в некоторых районах Калифорнии падают там где-то до плюс 5-7, в машине ты это чувствуешь. Я спала в эти холода. В общем, да, какие-то такие моменты, плюс пару раз я болела, простуда, и пережить это в машине это просто ад, потому что тебе хочется покоя, ты не можешь, физически тебе очень тяжело водить машину, а ты не можешь в одном месте оставаться надолго, тебя, просто физически здесь за этим следят, ты не можешь там припарковать тачку и там 24 часа простоять на парковке. Рано или поздно тебя заметят и попросят уехать или эвакуировать твой автомобиль. В общем, да, я пару раз простужалась, и, такое прям с температурой, со всеми делами, это был просто ад. Помню, как проснулась однажды ночью, то есть у меня температура, я выпила таблетки, отрубилась с диким желанием горячего чая и варенья. И вот я с этой температурой просто встаю, сажусь за водительское сиденье, доезжаю до круглосуточного магазина еле-еле, покупаю это варенье, делаю себе чай, пью, и это было просто какие-то нереальные ощущения. Но как было бы здорово, если бы можно было просто встать, прийти на кухню и согреть себе чай. Ты это понимаешь только когда начинаешь жить в таком стиле, такой жизнью, да, ты начинаешь больше ценить те вещи, которые у человека есть в обычной жизни, да, там просто даже вот эта постель, да, это... Человек — это просто постель. И для меня это всегда так было. А пожив в машине, я поняла, что как ценно иметь эту постель. Hey guys, here is my morning routine. Sorry for being silent all week. Something happened and I felt lost and broken. But I never give up. I'll soon share something about my next film with you. Meanwhile, please watch this video until the end. Like and subscribe. It will really help me and my upcoming short film.
Да, так что сценарный по итогу я не сдала тот семестр. И я отправилась, значит, лето я отработала, и, получается, наступает осень 24 года.